Здравствуйте! Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в студии собственник и генеральный директор Ассоциации независимых аптечных сетей «АСНА» Александр Шишкин. Добрый день! Добрый день! Также в студии ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Елена Калиновская. Александр, вот сразу, чтобы начать интервью, такой прямой вопрос. 2018 год, в общем, был достаточно сложным для российского фарм-ритейла и для всей фармацевтической отрасли. Сложности возникали и у региональных сетей, и у крупных сетей, и у мелких сетей. Во многом были вызваны тем, что дистрибьюторы усилили требования к аптечным сетям. Многие федеральные аптечные сети стали рассылать по городам и весям предложения о покупке мелких сетей. В том числе это наверняка затронуло и участников АСНы. Как вот сейчас по итогам 9 месяцев 2018 года, как себя чувствуют именно участники, члены вашей ассоциации? Здравствуйте, Герман. Здравствуйте, Елена. Всем привет. Я хотел поправить сразу, что мы не ассоциация аптечных сетей, а ассоциация независимых аптек. Это принципиальное отличие, могу сказать. Что касается 2018 года, да, год, во-первых, он не закончился, он продолжается, и он достаточно сложный. Я согласен, что начало года вообще было шедевральным. Было прям беспрецедентное давление предпринято многих дистрибьюторов на аптечные сети. Правильно рассылались предложения крупных федеральных сетей о покупке независимой розницы. Но если по двум пунктам пройтись, вы знаете, это то давление, которое оказывали дистрибьюторы, по-моему, вообще само по себе спровоцировано ими самими, когда они раздавали безлимитные, без ограничения отсрочки, тем самым развращали аптечные сети, небольшие, средние, маленькие. Затем в какой-то момент, когда случился коллапс, вызванный в том числе их поведением на рынке, начали сокращать эти отсрочки. То, что касается предложений крупных федеральных сетей для средних и небольших региональных, то по факту могу сказать, что предложения были разосланы, самих приобретений очень мало, потому что все продавцы, на самом деле, все были заинтересованы в тот момент. Так складывался рынок. Они, когда доходило до дела, понимали, что их купят или за долги, и они ничего не получат, или, как сейчас говорят федеральные сети, по цене оборудования, или за какие-то другие неизвестные бонусы. Не денежные. Не денежные, абсолютно не денежные. Поэтому по факту сделок было очень мало. Да, многие сети вынуждены были выдать гарантии дистрибьюторам, банковские, кто-то позже, кто-то раньше. Но я могу вам сказать, что те участники рынка, которые готовы или оставаться на рынке, или в конце концов заинтересованы, если и продаваться, то по рыночной цене, они сделали все, чтобы не поддаться этому давлению, оптимизировать свой бизнес, сократить издержки, убрать убыточные розничные точки. И могу вам сказать, что это гораздо легче и проще дается среднему и малому бизнесу, чем крупному, потому что нет этих огромных кассовых разрывов, нет этой иглы, на которой сидят крупные федеральные сети, в виде необходимости постоянного развития, постоянного пирамидального развития, я бы сказал, для того, чтобы обеспечить те задачи по маркетингу, по объемным соглашениям, которые перед ними ставят производители. Поэтому мы в АСНА очень серьезно к этому относились, были сомнения, реально были очень серьезные сомнения, но по факту все обернулось как, на мой взгляд, неплохо, потому что большинство наших участников оптимизировались, многим помогли в этом мы, как могли на тот момент,
И на самом деле мы подготовили сейчас для них программу, которая позволит им решить свои задачи. Если это продажа, то опять-таки на пике своей доходности. Если это желание остаться в бизнесе, то в бизнесе в доходном. Вот я могу сказать, это не относится к вопросу, но хочу все-таки сказать. Вы знаете, мы в этот момент еще у нас совпало с беспрецедентной атакой, беспрецедентным давлением, собственно, на Астну, беспрецедентной дискредитацией нашей деятельности. Вот. И, конечно, эти два фактора некоторым образом повлияли на нашу ситуацию, на финансовую ситуацию в том числе. Но, опять-таки, могу сказать, что мы прошли этот стресс-тест. Сразу скажу, даже удивлен, насколько хорошо. Вот. И все наши участники, не все, да, кто-то сошел с дистанции, но это, прям могу сказать, единицы. В основном все остались с нами и продолжают сотрудничество, именно партнерство. Александр, Да. в предыдущие годы Астна достаточно быстро набирала количество участников, а в этом году темп немножко снизился, и даже вот 300 аптек вышли из ассоциации. С чем это связано? Ну, вы знаете, вышло больше, могу вам сказать, по разным причинам. Кто-то разорился, кто-то был куплен. Это как раз разница между теми, кто вышел, и теми, кто вошел. 300, вот то, что я озвучил, да. Но по объему выручки мы приросли. Я могу вам сказать, что это, знаете, вот это связано с ответом на мой предыдущий вопрос в том числе. Все-таки давление, какое бы оно ни было, вы понимаете, оно не может не сказаться на отношении к нам. Оно в любом случае находит отклик у тех, к кому оно обращено. И я прекрасно отдаю себе отчет, что для того, чтобы разобраться в сути вопроса, всем, кто среагировал таким образом, нужно время на то, чтобы в этом разобраться. Поэтому мы всегда открыты к диалогу, всегда готовы это время нашим потенциальным участникам предоставить. Это первое. Второе, мы, конечно, сосредоточены на качестве базы. Вы знаете, очень яркий пример, мы его не раз приводили, это ассоциация Абрафарм. Она не такого рода, как наша, это ближе к СРО, но сам принцип мне очень нравится, само соотношение количества точек к выручке. У них по количеству точек около 5%, при 70 тысячах аптек это 3500, да, по-моему, в Бразилии, а доля рынка 49%. На самом деле, если по нашей статистике, то из 8500 аптек, если брать поаптечно, то 3500 аптек делают 80% продаж. Если думать о том, что будет дальше, а дальше будет уже недостаточно иметь только маркетинговые бюджеты. Мы, вот называют конкурентов наших там разные, да, я их так не считаю, но это будет, наверное, еще вопрос обязательно на этот счет. Но я считаю, что уже просто маркетинг, просто то, что сейчас предлагается всеми абсолютно и разными людьми, организациями, которые даже отношения к этому никогда не имели. И даже при условии, что мы там нашим участникам даем возможность заработать в разы больше, чем все остальные, этого недостаточно для того, чтобы жить и работать в рынке и быть доходным. Ну вот действительно, Астна известна как ассоциация, организация, которая своим членам каждый год предлагает все новые и новые векторы развития, все новые и новые проекты, подпроекты, программы. 2018 год наверняка не явился исключением. И на недавнем аптечном саммите вы заявляли, что и еще и в декабре этого года представите новую программу. Что нового вы предложили своим членам в этом году? Вы знаете, я сказал на саммите очень аккуратно. Я сказал, что не буду разглашать подробности. Поэтому здесь тоже я хотел бы ограничиться, условно, направлениями.
Еще раз повторюсь, что сейчас одной бэк-маржи, который получает любой участник рынка, включая федеральные сети, от сотрудничества с производителем, недостаточно. Участникам рынка необходимо кардинально менять свою доходность. И мы, как и многие на рынке федеральной сети, видят это в направлении эксклюзивной промоции, эксклюзивных товаров, которые позволят нашим участникам отстроиться ассортиментом от конкурентов, не уходить в ценовые войны, получить сверхдоход, не опасаясь, что кто-то рядом откроется или сделает цены на тот или иной товар дешевле и воспользуется трафиком. И вот именно эту программу мы сейчас подготовили, реализуем. Это очень большая программа, она рассчитана на горизонт планирования с 5 лет. Сейчас мы уже опробовали на многих сетях, получили очень впечатляющие результаты. И как раз, когда я сказал в декабре, мы в декабре на нашей конференции ежегодной, сейчас она будет проходить в Алма-Ате, расскажем нашим участникам уже опыт. У большинства он уже будет свой. Мы поделимся лучшим опытом, в котором будет видно, как в существующих условиях, еще раз повторюсь, быть доходным, быть органичным, быть конкурентным на столь конкурентном рынке, который в России. Все остальное, что было до этого и предлагалось нами, так или иначе крутилось вокруг маркетинга. Это и сайт, и наши программы, Асна ТВ, и все, что мы делали, так или иначе крутилось вокруг этого. Сейчас мы используем две точки роста. Мы используем наш масштаб, который дает возможность нам брать в эксклюзивную промоцию товары, которые недоступны даже федеральным сетям. И как актив у нас управляемость. И мы как раз используем те и технические средства, те технические возможности, те управленческие решения, которые были наработаны нами в предыдущие годы. Как возможность реализовать, управлять, продавать, мотивировать и продвигать уже товары с максимальной доходностью для наших участников. Так или иначе эта информация дойдет, пусть она дойдет все-таки чуть позже до других участников рынка, но могу сказать, это направление кардинально меняет бизнес. Александр, тогда же на саммите вы рассказали об атаке клонов. Можете поподробнее, что произошло? Я не буду называть, хотя все знают, о ком идет речь. Я могу сказать следующее. Вы знаете, в тот момент у нас, я это признавал открыто и на том же саммите, были финансовые проблемы. Мы задерживали платежи нашим участникам. Я могу объяснить, чем это вызвано. Это было вызвано тем, что в конце года 2017-го мы для того, чтобы выполнить условия перед производителями, закупили на склад около на полумиллиарда товаров. Таким образом, выполнив условия и заплатив нашим участникам тот бонус, на который они рассчитывали, поддержав их экономически. К сожалению, я не учел, это моя ошибка, что в этот момент мы как раз приросли в 2 раза, и у нас произошел, по сути, кассовый разрыв. Нам потребовалось время для того, чтобы реализовать этот товар. Причем могу сказать, что реализовали мы себе его даже в минус, просто вернули оборотные средства. И как только мы это сделали, ликвидировали кассовый разрыв, сейчас ситуация нормализовалась, и никаких проблем у нас нет, и могу вам сказать, что не будет. Очень интересный момент. Мы сейчас, например, получили кредит в Сбербанке. Он небольшой для нас. Он составляет около 7-8% от нашей годовой выручки. Это вообще ни о чем. Но если я, когда говорил о том, что с гордостью, что мы получили кредит в Сбербанке, что у нас Сбербанк нам выписал банковские гарантии. Сейчас у нас есть программа по аккредитиву и хеджированию рисков, потому что у нас впереди валютные контракты.
И я это говорю с гордостью. Все знают, кто в бизнесе, что для того, чтобы получить кредит в Сбербанке, тебя проверят от и до. Наш кредитный комитет в Сбербанке прошел практически заочно. То есть настолько банк уверен в нашей финансовой устойчивости и состоятельности. Наши контрпартнеры, как назвать разные имена, можно здесь употребить, они сказали и подали это в следующем, что Шишкин бегает по рынку, ищет деньги для того, чтобы заплатить участникам, кредит надо отдавать, и да, вы получили деньги за предыдущие периоды, но в 4 квартале, или не знаю, там, когда, кто как подает, в 1 квартале денег не будет, не ждите. Ну и очень много, вы знаете, я прям поражаюсь, мне кажется, это, я даже не говорю про этику, да, ну, бог с ней, но бизнес делают люди. Люди, они всегда вступают в те или иные отношения, по-другому не бывает. В бизнесе всегда существует элемент доверия. И если сейчас те участники, которые послушались наших контрагентов и приняли те или иные решения, ну, сейчас они на это пошли, то не факт, что это потом не обернется против тех, кто это организовал. Для меня вообще, и это, знаете, со стороны наших контрагентов мне это непонятно, потому что это угроза бизнесу. И со стороны участников некоторых, да, я понимаю, это давление. Но с другой стороны, надо прекрасно себе отдавать отчет, что, если говорить образно, это похоже на игру тигра с тигрятами с мышкой. То есть тигр может поиграть, дать ей, покормить ее, защитить от других тигров и тигрят. А может сама сожрать, а может отдать тигренкам. И ну, все понимают, о чем я говорю, и это же происходит сплошь и рядом. Поэтому как таковых, и вспоминаю первый вопрос, поэтому именно как таковых приобретений не было. Потому что есть гораздо более простой способ. Обладая ресурсом, ты используешь его таким образом, чтобы забрать. Сеть сама перешла. Сама с удовольствием, да, или вынуждена. А вот как раз продолжая разговор о контрпартнерах, так скажем, или имеется в виду, ну, наверное, конкуренты, количество ассоциаций и их размер, он в 17-18 годах, их количество и их размер подрастали. Вы вообще ощущаете по сравнению с 2012-2015 годом, когда АСНА была, по сути, единственной такого рода ассоциацией, ощущаете растущую конкуренцию со стороны схожих ассоциаций по организации? Или все-таки вам кажется, что вы остаетесь единственной ассоциацией на рынке? Да, ощущаем. Но, знаете, только в одном параметре, в параметре количественного роста. Я уже отвечал, что по параметру качественного роста никто, тот, кто эффективно управляет, никто, тот, кто хочет остаться в бизнесе или продать его потом подороже, никто из системы не вышел, а наоборот входит. Даже те, кто вышли до этого, возвращаются. Это факт. И мы как раз именно рассчитываем на тех, кто умеет управлять и рассчитывает в бизнесе как минимум задержаться. Еще момент. Вы знаете, это единственное, наверное. Второй, я все-таки остаюсь при своем мнении, что все сравнивают нас с другими и пользуются термином ассоциации. И я вот, когда приводил пример про тигра, тигрят и мышку, ну, наверное, на ассоциацию это может быть похоже, но с очень большими допусками. Потому что тигр с тигрятами использует мышек для определенных целей, вот, для поддержания собственной жизнедеятельности. В нашем случае это стопроцентное партнерство. У нас, то есть мы не тигры, мы никого сожрать не можем. У нас даже
При желании нет такой возможности. У нас нет своих тигрят, которые могут сожрать мышек. Ну, просто мы их принципиально не растим. Все, что мы делаем для наших партнеров. Потому что только при их успешности успешны мы. Только в случае, если они умелы, если они эффективны, эффективны мы. И других вариантов у нас нет, в отличие от наших альтер-эго. Но мы представляем этого тигра и его тигрят. Да. Александр, в прошлом году вы активно развивали логистику, и как это направление вы планируете развивать дальше? Смотрите, логистика тоже была, могу сказать, принципиальную ошибку свою. Мы рассчитывали на то, что логистика будет в том числе задействована для реализации прямых контрактов с производителями. На сегодняшний день, то есть по опыту развития, мы поняли, что это неэффективная модель. И как таковые прямые контракты мы свернули, кроме тех производителей, которые компенсируют наши логистические издержки. Поэтому в этом смысле, в том числе, мы логистику переформатировали. И закрыли ее как только, как не закрыли, а переформатировали, как только как раз заканчивается к продаже те 500 миллионов закупленного товара, который у нас был. Сейчас логистика в формате 3PL. 3PL – это когда мы, владелец товара, АСНА, мы поставляем нашим участникам со срочкой 90 дней товар. У нас прямой договор, прямые товарно-денежные отношения, а третий участник, он выполняет роль логиста, которому мы, как АСНА, оплачиваем услуги. Вот это и есть 3PL-канал. И в рамках нашей эксклюзивной промоции, которые нам сейчас поручают и крупные производители, и Big Pharma в том числе, мы и развиваем наше логистическое направление. Здесь мы тоже пробуем с разными участниками, пробуем с крупными, менее крупными, с разными форматами. У нас задействованы в том числе и, собственно, участники АСНА. Например, в Челябинске у нас областной аптечный склад, и так он покрывает Урал для нас. И так мы сейчас еще ведем переговоры с множеством наших участников, обладающих складами и логистическими мощностями. Поэтому такое переформатирование, и это, во-первых, это направление решает задачу контроля за ценой. Не знаю, ФАС будет смотреть, нет, но мы вынуждены так или иначе, для того, чтобы сохранить доходность для наших участников, розничную цену контролировать. Это мечта любого производителя. И, соответственно, дать возможность нашим участникам получить финансирование в виде товарного кредита. У нас то есть мы даем на отсрочку 90 дней и еще и гарантируем возврат в случае нереализации 180 дней. При этом, когда я говорю про эксклюзивную промоцию, ни в коем случае не имею в виду салфетки, платочки и тому подобное. Это серьезные препараты, серьезных производителей, в серьезных высокооборотистых маржинальных товарных категориях и так далее, и так далее. Для этого мы полностью переработали свой справочник, его кластеризировали, и сейчас как раз готовы к входу в контрактование на 2019 год с учетом этих возможностей. Я могу вам сказать еще одно отличие от наших альтер-эго в том, что то, что делаем мы, для них невозможно. Потому что мы гарантируем нашим участникам реализацию товаров по эксклюзивной промоции только у наших участников. Что это не попадет за контур нашей системы. Те, о ком мы говорим опосредованно, по сути своего бизнеса, по структуре своего бизнеса,
не имеют такой возможности, это противоречит самой задаче их бизнеса. Основного тигра. Основного тигра, да. Просто он тогда будет голодать очень серьезно и будет с еще большей скоростью поглощать мышек. А вот ну, в Москве, когда я езжу на работу с работы в машине, я слушаю радио «Джаз», и в последнее время обратил внимание, что возобновилась достаточно активная рекламная кампания сайта asna.ru в половину быстрее, в половину удобнее, в половину дешевле и так далее. То есть я так понял, что вы начали программу продвижения или возобновили, или новую волну программы продвижения сайта. Вы планируете, насколько активно, насколько долго это делать, и будет ли запущена такая же программа в других регионах, или это сконцентрировано в больших городах, в частности в Москве? Да, мы именно возобновили программу. Вы знаете, ни одно из направлений, которым мы занимались, мы не бросаем. Мы можем, так скажем, отступить на шаг, может быть, на два, но мы всегда возвращаемся, потому что я лично верю, в e-commerce будет рулить в ближайшее время с учетом смены поколений однозначно. У нас очень большая программа, об этом я точно рассказывать не буду. Это совсем большая программа, направленная на именно офлайн-продажи и на предоставление нашим участникам еще больших возможностей для успешной бизнес-деятельности. И у нас сейчас, да, возобновилась реклама. В ноябре, в декабре возобновится телевизионная реклама. Мы прорабатываем локальные истории, да, с локальной рекламой. К сожалению, мы очень много, к сожалению, мы пока не очень довольны тем, как функционирует наш сайт. Но здесь у нас партнером выступает Bittrex, который ведет наш сайт вместе с немногими сайтами, в том числе, например, Эльдорадо. И именно с ним вместе, с Bittrex, мы его доделаем. То есть у нас есть большая команда, которая сопровождает и проводит там customer experience. Мы очень много вкладываем в это дело. У нас были в 2018 году неплохие результаты по продвижению товаров через сайт. Но сейчас мы хотим переформатироваться немного, в том числе повысить эффективность. Опять-таки, мы понимаем теперь через проверку боем наши слабые места, взяли время на то, чтобы их сгладить или исправить, может быть, поменять, в принципе, модель. И отвели на это как раз время до конца года. Но сейчас, в любом случае, мы уже ведем переговоры и букируем рекламное время на следующий год. Это продолжится, опять-таки, потому что мы в это верим. Это не будет работать само по себе. Это не будет работать, если просто добавить к этому маркетинг. Но это будет работать, если добавить к этому все, что я рассказал, эксклюзивную промоцию, управление ассортиментом, управление ценообразованием, продвижение и так далее, и так далее. И тогда наши участники выйдут на другой уровень. Могу сказать и заранее анонсировать, что мы сейчас в процессе запуска системы взаимодействия и получения информации с онлайн-касс. У нас есть партнер, который сейчас в состоянии теста. Это готов выгружать все данные в отдельное хранилище для того, чтобы наши производители были спокойны, чтобы они могли валидировать наши данные быстрее. Срок валидации тоже повлиял на нашу ситуацию в первом квартале, втором в том числе. Срок валидации производителей наших данных. И таким образом мы хотим поддержать задачу производителей борьбы со сливами, с перетоками, и так далее, и так далее. Так что здесь мы опять идем нетрадиционным путем, но у нас, слава богу, есть для этого все возможности финансовые, и технологические, и есть для этого партнеры. Ну что ж, остается поблагодарить вас и пожелать успехов, потому что как
любой первой и крупнейшей организации, любому первому и крупнейшему проекту в той или иной области, естественно, вам сложнее. Многие шишки вы набиваете первыми, но зато и опыта у вас гораздо больше. В то же время вы являетесь самой крупной мишенью, в которой легче всего целиться в попытке или скопировать, или подбить, потопить. Поэтому пожелаем всего самого хорошего. И я напомню нашим зрителям, что в гостях у нас был владелец и генеральный директор АСНА, Ассоциации независимых аптек, Александр Шишкин. А с вами мы увидимся в следующий раз. Спасибо, всего хорошего. Спасибо. Спасибо, всего доброго.